Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Easy Russian. В сегодняшнем видео я отвечу на очень частый вопрос моих подписчиков: как учить новые слова, либо новые глаголы. Я очень часто отвечаю на этот и на многие другие вопросы в моей группе Easy Russian Club, поэтому вступайте в нее обязательно, если вы еще не там, ссылка будет в описании. И многие из вас, которые давно со мной и давно смотрят мой канал, знают, как учить новые слова, потому что я рассказывала об этом в своих предыдущих видео. Но я думаю, что сегодня пора вновь затронуть эту тему. Я покажу вам на примере, как учить новые слова, новые фразы. Предположим, вы хотите выучить новое слово. Слово «книга». Само по себе одно единственное слово не даст вам ничего. Если вы выучите одно слово из любого иностранного языка, сказав его, вы не добьетесь совершенно ничего. Потому что что? Правильно. Потому что мы должны учить фразы. Фразы. И для того, чтобы действительно эффективно выучить какое-то новое слово, вам нужно придумать много-много фраз с этим словом. Например, слово «книга». Начните с себя. То, что вы можете рассказать другому человеку, иностранцу, с кем вы хотите говорить на иностранном языке. Например, вы говорите: «Я люблю эту книгу». Затем опишите эту книгу. Эта книга очень интересная. Эта книга красивая. Эта книга толстая. Или наоборот, тонкая. Видите, кроме одного слова вы учите еще несколько слов. И вы учитесь построению фраз. Правильному построению фраз. Также я расскажу вам один лайфхак. Если вы хотите проверить, правильную ли фразу вы написали, скопируйте эту фразу и вставьте ее в поисковик Google. Как правило, в поисковике выходят форумы, либо русские веб-сайты, где носители языка задают эти вопросы или говорят эти фразы на родном языке. То есть они будут правильные. Также я советую вам учиться задавать вопросы с новым словом. Например, чтобы спросить кого-то: «А ты читал эту книгу? Тебе понравилась эта книга?» Если человек еще читает эту книгу, спросите у него: «Тебе нравится эта книга?» Старайтесь составить как можно больше фраз с этим новым словом на все времена, ко всем людям, к тебе. Нравится ли тебе эта книга? Обсуждайте это новое слово и проговаривайте новые фразы несколько раз. Найдите себе языкового партнера. Вы можете это сделать в моей группе на Фейсбуке, ссылка будет в описании. Я создала ее специально для тех, кто хочет найти себе языкового партнера. Разговаривайте с вашим языковым партнером о новом слове. Используйте много-много фраз. Поймите, что когда вы учите одно слово, оно у вас очень быстро забывается.
если вы его не повторяли сотни и тысячи раз. Скажите, ведь часто бывает такое, что мы учим новое слово, но затем мы забываем его, буквально через неделю мы уже не можем вспомнить, что за слово мы выучили. Бывает такое, что через неделю думаешь, что за слово я учил, как оно произносится, как мне его использовать. Чтобы у вас не возникало таких вопросов, я советую вам учить новые слова по моему методу. Так, друзья, я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. Я желаю вам удачи в изучении новых слов. Всех целую и всем пока!